Совершенно каждый житель Республики Геймеров знаком с Counter-Strike. В него не обязательно играть, чтобы быть осведомленным тем фактом, что КС оказал колоссальное влияние на все современные мультиплеер-шутеры. И, как известно, все известное имеет закономерность порождать клонов, которые в большинстве своем не дотягивают до уровня оригинала. И таким клоном я вызываюсь посвятить свою исследовательскую деятельность. Первой в сегодняшнем списке будет самая недоступная игра, прямой конкурент Counter-Strike Zula from Turkish with Love. Основной особенностью этого творения является его неповторимый турецкий колорит, и он передается просто через весь подход разработчиков к игре. Тут дело даже не в турецкой эмблеме на оружии или опасной бритве вместо ножа, дело в турецкой душе. Начну с первого захода в игру. У меня 2 экрана почернело. Ой. О. Создав никнейм своему персонажу, после 2 эпичных вайнбумов на входе, мне как белый день стало ясно, что отличает хорошую игру от плохой. Хорошая игра встречает своего игрока с распростертыми руками и подарками. А это чтоб жизнь медом не казалась. Само лобби игроков выглядит вот таким образом. Так что, впитав турецкой атмосферой, мы отправились в бой, где, понюхав бесплатный нож-бабочку, я в быстром темпе помер. Тут как-то вообще ни хера не понятно, что происходит. Все такое яркое, пестрое, насыщенное. Тут нет каких-то визуальных акцентов. Зато вот герои, выполненные в стиле турецких сериалов, очень порадовали своим визуальным исполнением и детализацией. La бомба активала. Следующим моим удивлением стали по какой-то причине двойные гранаты. Что за бред? И полученная в лицо флешка замедленного действия. И только лишь игра дала мне возможность немного постреляться с противником, у меня начались какие-то проблемы с подключением. Чё мне так пингует? У меня пинг все 100. Румын гейм. Меня вообще телепортирует, где я нахожусь. Что происходит? Меня вообще... Конечно, флешка тут эффект лоботомии. Меня, походу, кикнуло. Меня кикнуло. Прикиньте, я зашел, мой персонаж стоит на том же самом месте, но я не могу за него играть. Смотрите, я второй стою. Это второй я, что за бред? Наверное, надо, чтобы меня кикнуло. Я так же выгляжу? Да, не один. После перезахода мне удалось немного пострелять по врагам. И даже заиметь калаш поверженного неприятеля. Калаш с уточкой и прицелом, и глушителем. Опа. Но по завершению раунда... А, тут оружие забирается. Начинается раунд, оружие забирается. Убили. Все, ребята, делаем камбэк. Проиграв таким пососным образом матч, выяснилось, что мы можем повысить свои шансы на победу за счет экстра снаряжения, которое позволяется выставить в соответствующем меню. Посему, снабженные бустами, мы ринули в бой на карту иного колорита. Посмотрите, тут Рио-де-Жанейро! Данная карта имеет лейаут, знакомый всем контровским страйкерам. Произносить вслух название этой карты я не стану, но написать свое предположение вы можете в комментариях. А также благодаря бразильским тонам разработчики заботливо добавили бразильские игровые элементы специально для этой мапочки. Путария! Путария! Ты сейчас дефать будешь? Пойдемте ставить бомбу. Как посмотреть, у кого бомба? У всех бомба. Каждый важен. Это в отличие от КС-ки, тут каждый важен. Каждому по бомбе. А редким шансом при убийстве врага можно получить особое поощрение. На стоит, явно. В общем и целом, было весьма прикольно поиграть на незнакомой карте, но с весьма знакомой планировкой. А в конце матча еще и получить в подарок билет на футбол. Вероятно, вы заметили, что каждый раунд я бегал с одним и тем же оружием. Дело в том, что тут нет системы покупки вооружения в бою. Все здесь упирается в сеты, и перед каждым выходом на поле боя, ни в коем случае не во время, их можно настраивать. Выбор, конечно же, невелик, но нам сыграть хватило.
Забегая наперед, по какой-то причине во всех этих CS-like поделках сделана именно такая система. Видимо, она приносит баснословные бабки разработчикам. Третья карта тоже обладала до удивления знакомой планировкой, что позволило делиться с союзниками информацией о нахождении врага. На лонге еще один. Это логотип GTA 6. В остальном же, несмотря на удивительные мечи и дурацкие прицелы на оружие, которые напомнили мне CS Nexon, ролик о котором у меня, к слову, уже есть на канале, недавно сам пересмотрел, хороший, рекомендую. Игра выглядит и даже частично воспринимается как Counter-Strike, но без такой ключевой механики, как Crouch Jump. Попробуйте Crouch Jump. Слушайте, атмосфера на самом деле локация выглядит, тут уж не буду врать. Виньетка так, как будто я захлебываюсь, мне воздуха не хватает. Будто бы сознание теряется. Да, я и говорю. И за победу в этом соревновании мне даже выдали 2-й уровень. И настоятельно предложили проапгрейдить оружие. Ну я понял, ну... Да пропустите, дайте поиграть. Все, апгрейд. А в кастомизации уже можно сотворить поражающие сознание скины. Но нам в любом случае на следующем поле боя оружие не понадобится, потому что поле будет футбольным. Давайте футбоча рубанем. А шо, как его руками бить? Давай. Правда, настигла меня прежняя участь. Trying to reconnect. И в центре поля стояла еще более аутичная копия меня, боясь двинуться с места. В пылу столь увлекательного сражения я случайно обронил свой взор в сторону зрительского зала. Мне кажется, это все разработчики и те, кто донатил. Ой, я за поле выбежал. Тут можно кросс бегать. Давайте кросс бегать. Нахер мяч. Давайте, линия старта около флажка. Остановитесь. 6 человек бегут. Все, Джон Сайлент Хилл, ты не бежишь. На счет 3 начинаете бежать. Побеждает тот, кто преодолевает вот эту граффити, правильно, вот эту линию граффити. Давайте, 1, 2, 3, погнали. Куда побежали, блядь? В разные стороны. Вперед же надо было бежать. Назад. Часть пользователей оказалась чересчур компьютерозависимой, и, объяснив им правила забега, мы с Джоном Сайлент Хиллом принялись наблюдать за будоражащим соревнованием. Побежали, давайте, бойцы. Скорая помощь турецкая. Ой, Нубик вообще вырывается вперед со страшной силой. А нет, стоп, я путаю. Кто вперед-то вырвался? Не могу понять. Джейкоб. Зависла, блядь. Юлос! Нет, мы не узнаем победителя. Кстати, вы знали, что изначально режим закладки бомбы в КС не был основным, а игра делала упор на спасение заложников или на сопровождение ВИПа. Но сложилось так, что как раз-таки мод с бомбой стал самым распространенным. А все это к чему? Давайте вообразим вселенную, где ни один из вышеперечисленных модов не заимели популярности. Но зато зомби-режим заражения в доме Джона Резидента Ивола стал основой киберспортивного соревнования. Вот тут как раз есть такой режимчик, который мы, пускай и очень недолго, но с большим удовольствием сыграли. Ой, опа! Кто это тут у нас? Мутанты победили. В общем, ладно, это уже все отступление. Спасибо Turkish Game Development за столь уникальный экспириенс. О, блядь, нет. А теперь предлагаю сменить обстановку и погрузиться в настоящие морские баталии. Все верно, я про мир кораблей. Сейчас расскажу, почему вам точно стоит попробовать. Мир кораблей — это игра, где вы управляете детализированными историческими военными, удивитесь, кораблями из 13 наций. Эсминцы, крейсеры, линкоры, подлодки, авианосцы. Каждый найдет что-то для себя. А главное, игра шикарно выглядит и отлично идет даже на рабочем ноутбуке. Кстати, Новый год уже мчится, и в мире кораблей он будет особенно ярким. Новогодний инвайт-код SuperStart 2025 подарит вам бонусы на 20 тысяч рублей, включая премиум корабль Свердловск, 60 дней премиума и море ресурсов. Версия 13.11 принесла новогодние контейнеры с шансом 20% на премиум корабль. А также можно получить итальянский крейсер 11 уровня Пьемонт и новые стратегические операции. Украшайте комнату, создавайте праздничное настроение и получайте награды. Станьте капитаном, испытайте мощь морских сражений и забирайте свои новогодние бонусы. Активируйте SuperStart 2025 и встретьте Новый год в мире кораблей. Ссылка в описании. Следующий подражатель Counter-Strike, именуемый Ava Global, напомнил мне собой Warface.
Это первое мое впечатление. Но запустилась игра, к слову, в старых традициях CS 1.6, в разрешении 4:3, но при этом еще и в окошке. А отсутствие чернокожего солдатика в выборе героев дало понять, что разработчики явно из стран Азии. Онлайн в игре, к слову, больше 1000 человек, так что продукт обязан быть хорошим. И это сразу же подтверждается подарками и наградами, бьющими в лоб при входе. Ради теста я первым делом подключился на какой-то сервер с 2 людьми на нем, и представитель геймерской расы в другой команде имел ТТК в полчаса и умудрялся пережить прямое попадание ракеты в тело. Об этом позже. Так что, вернувшись в менюшку и уделив немного внимания удивительной системе инвентаря, я открыл несколько кейсов за бесплатно, и даже купил специальные очки за 700 единиц валюты, которые дадут мне возможность видеть союзников сквозь стены. Время созвать подписчиков, чтобы не играть против потнючих игроков, которые, скорее всего, провели тут всю свою жизнь. Женщина! Красивая, кстати. Зажмите среднюю кнопку мыши. Посмотрите, он руками жесты делает. 2 раза W нужно. Нифа! Поразительная возможность спринтить, как в Майнкрафте, дала ощутить превосходство над КС. О-хо-хо! Это уже точно лучше, чем Counter-Strike. Давайте пушим, бойцы. Нейтрализован. Нейтрализован. Тут точка 1, 1 и 2. Давайте, ребята, пушим один. А, С4 убили. Сука, они снаружи на улице. Убил. Charge set. Operation success. Молодцы, бойцы. Закинул флешечку, заходим. Слушай, ребят, ну вообще молодцом. Target destroyed. О, да, это было чертовски, мать его, круто. Наконец случилась смена сторон, и мы начали играть за защиту с потрясающей озвучкой на русском языке, где женские персонажи в случайные моменты могут начать говорить о себе в мужском роде. Никитос, что-то там про ракеты говорил вроде. Ава предлагает режим сопровождения танка, где команда защищунов обязана настреливать по танчику с РПГ. Рассказываю я про этот режим, потому что геймплей игры очень сильно напомнил мне CS Condition Zero. Если вы проходили сюжетную линию этого творения, то, возможно, поймете, о чем я. Только тут, очевидно, это мультиплеер. Весьма глупый. Также есть возможность стрелять с танка, но он какого-то фига совсем не наносит урон. Потолок потек. Ракеты попали, короче. Чё за бред? Короче, прикольный режимчик, забаву свою имеет, но только в виде вытекающей воды с потолка Олега. По завершению матча я отправился шопиться. Вон магазин, видишь, сбоку вот. Так как щедрые разработчики одарили меня сотни тысяч игровой валюты, тут оружие, я накупил себе немного ружбайчик и оценил различных представителей, которых можно купить. Пускай и на время, но зато бесплатно. Спасибо азиатским друзьям за такую щедрость, в отличие от ненасытного Джейба Бьюэлла. Также очень уж мне понравилась возможность видеть вин-луз статистику всех игроков прямо в меню. Такую механику бы в КС. Это прям отличная возможность для контрстрайкеров начать разбрызгиваться кислотой и портить всем настроение еще до начала катки. Следующий режимчик оказался поистине увлекательный. Одной команде нужно было оформить побег, а другой команде этому помешать. Что происходит? Что за бред? Сзади! Хорош! На скилле вывез, вообще без подсказок. Но только лишь один из команды убегающих на секунду прикоснется к лодочке. Нихера! Что это такое? Вдвоем убежали. Вот это кинематограф. И признаюсь, этот режимчик даже пробудил во мне соревновательный дух. Ребята, прошу, не умирайте. Блин! Все, сейчас на мега аккуратнейших. Good job. Да бежим! Быстрее, Из деталей, достойных внимания, это тактическое и крайне серьезное бултыхание сисяндр женских персонажей. Тапок или поднос вместо ножа и такая деталь, как слетающий при попадании в голову шлем. Мне это правда показалось интересным, но представьте, какую вонь разведут и без того не очень приятно пахнущие кайсеры, если в их игру добавят что-то, отвлекающее их киберспортивную ультраконцентрацию. Блин, чувак, я думал, эта флешка вылетела, поэтому я так быстро отвернулся, йоу.
Теперь давайте отойдем от темы практически полных копий Counter-Strike с графикой 20-летней давности и уделим внимание нереальному шутану с такой же нереальной графикой, сделанной на современном мега-движке Unreal Engine 3 Line of Sight. Особенностью этого корейского творения, помимо удивительной графики, являются удивительные способности. Начну по порядку. При заходе в игру сразу же запускается туториал, где тетя-женщина в деталях мне рассказывает, как проводить время за компьютером. Good. Надо Дмитрия Спанзара сюда, чтобы он озвучивал. You will die. Move to the next area to find. Before we do you see ability get there? It is already И в activated. определенный момент удивляет меня возможностью телепортации. А после чего... Чё за бред? С этого момента Line of Sight словно бы уже нельзя назвать клоном КС. Ну, раз он есть в этом ролике, скорее всего, какие-то элементы игры этому сопутствуют. Наконец-то игра дала мне выбрать чернокнижного дяденьку в качестве героя. И, естественно, снабдила меня годовым бюджетом Индии, за который я уже приобрел себе тетеньку, имеющую способность выходить за рамки дозволенного. Ой, ой-ой-ой, ну тут, слушай, неоспоримый плюс игры. Ой, какая она недовольная. Самое времечко загрузить наших аватаров в боевые учения. Это, скорее всего, даст. Destroy the target within the time limit. Первые несколько раундов шли как обычно. Почему я водку твою вижу? Оу, yeah! Kill! Смотри, Гейминг 67 YouTube к нам присоединился. Тоже, видать, исследователь мертвых видеоигр. C4. Ух ты! Тут, короче, походу, перезарядку можно ускорить. Что он вообще сделал? За что вообще? Он ничего не сделал. Как успеть вообще? Я тут сейчас бегу, только до точки, бомба взорвется. Выбежал, сука, безумный, блядь, кабан. И затем у нас накопилась способность телепортации. Опа! Сука! А вот он. Kill. Headshot. Ноги в текстуре. Теперь-то пора сыграть в большие игры. Тетя, вы согласны? Ну вот и отлично. Перед боем я решил усовершенствовать свою пушку. А система кастомизации уровня Escape from Clarkов дала сотворить мне новое слово в мире оружия. Ифа тут... 34 тысячи купить. Так, надо не забывать про телепортацию, чтобы вообще враг ошалел. Бля! Я не успел на секунду. Блять, твой фонарик! А как включить? На Б. О, все, спасибо. Люминесцентные пространства. Нет, блядь! Ёбу дать! Ловите гранату! Убил Грэныча! Сука, меня фонарем засветили, я нихуя не... А, это ты, бля. Бля! Короче, как умрешь, колесико назад покрути. Тут как будто в первый Fallout играешь. Компьютерное стрельбище на карте Resident Evil 5 шло тугой струей. До тех пор, пока на сервер не явился... После таких ожесточенных перестрелок самое время переключиться на другое сражение. Сражение за ваши деньги на зимней распродаже в Steam. Да, ребяточки, она уже началась, но я вам расскажу, как сэкономить еще больше с помощью GG Sale. На GG по моей ссылке ниже сейчас проходит закрытая распродажа, где можно пополнить Steam кошелек всего с 5% комиссией. И я покажу, как это делается буквально за 2 шага. Давайте пополним баланс прямо сейчас. Сюда, оп. Что за дела? Я не успел моргнуть, а голда уже на балике. При этом я заплатил минимальную комиссию. Но это еще не все. На GGSell вы найдете игры, подписки и даже редкие товары, которые недоступны в вашем регионе.
Скидки здесь сопоставимы с распродажей Steam, а кое-где даже лучше. Теперь о самом вкусном. GGSL запускает масштабный розыгрыш, где вы можете выиграть подарочные карты на 1000 рублей и другие крутые призы. Участвовать просто. Совершайте покупки, выполняйте задания и получаете баллы. Чем больше баллов, тем больше шансов на победу. GGSL — это маркетплейс, где продавцы и покупатели находят друг друга. Но самое главное, ваши деньги остаются в системе, пока вы не подтвердите, что товар соответствует заявленному продавцом описанию. А если что-то пошло не так, техподдержка всегда поможет. Переходите по ссылке в описании или закрепленном комментарии, чтобы выгодно пополнять Steam и найти лучшие предложения. Пополняй Steam под 5% только на GGSL. Перед следующим боем я сотворил еще 2 ствола за деньги, которые дала мне игра. И мы дружненько отправились смотреть на другие карты. Да, мы вместе. Против нас здание, ну ё... Ну ё... Да, это. Да су... Ну бля... И несмотря на мои тщетные попытки противостоять, пуля Дэниела всегда находила место в голове моего героя. Встать, заныкайся. Сука, ну заеб... Да заеб... Ну заеба! Сука, у этого человека будет в 16-летнем возрасте геморрой, потому что он так много за компьютером сидит. Я уверен, все в комментариях будут писать: да я бы этого Даню развалил, да ты просто играть не умеешь. Довел меня этот спортсмен киберпространств до такой степени, что он даже сам изъявил желание больше с нами не играть. Уважаем выбор этого молодого человека, спасибо ему за ценный опыт. И, конечно же, спасибо этой видеоигре. Надеюсь, все кейсеры поняли для себя, что в следующем обновлении нужно требовать способность телепортации. И вот как интересно получается. С каждой игрой мы все дальше и дальше отходим от оригинального образа КС. И следующая игра настолько же далеко, насколько и близко к Counter-Strike. Neo Tokyo. Очередное поразительное творение на Source-движке. Тут сразу же уточню, это совершенно не клон и не попытка разработчиков обогатиться на концепции главной игры этого ролика. Это полностью самостоятельный проект. Но что же объединяет его с КС? Ну, как минимум, движок. И тот факт, что Neo Tokyo — это такая же фанатская поделка на основе Half-Life, как и Counter-Strike. Новый Токио — это как контрудар, но на стероидах. Эстетики. Вау, село Агаповка в восторге. Где как раз и лег за основу режим спасения заложника. Но давайте обо всем, папа, все правильно, рядку. Зайдя в игру, совершенно все серваки были пустыми. На этот не смотрите, я эту вставку только что записал. Глаза закройте. Все можете открывать. И не имея уверенности, попадет ли эта игра в видео, мы с Диаболиком зашли поиграть в тестовой форме. Ознакомившись с механиками вхождения в инвиз, который плохо работает в движении, но невероятно хорошо, когда персонаж статичен, мы немного побегали и даже стрелялись. Целью каждого было взять робо-куколку. Это как раз таки есть концепт заложника. И донести ее до определенного места. Но... А тебе показывают, откуда куда нести вообще? Или ты так... Да, показывает. У тебя тоже показывает. Нет. По этой причине, чуть-чуть разобравшись в классах, мы решили пока просто немного по-пвпшиться. Вот в подвал можешь спуститься? Джон. Че ты тормозишь? Че ты тормозишь? Ну подойди. Да иди нахрен. Норм пушка у меня? Ну, бля. Не знаю. Я так и знал. К этому моменту, как вы, наверное, понимаете, игра попала в видео. Поэтому, походу, надо подписчиков сзывать всех, кроме одного. Первый зашел. Блядь, ну это ужас. Человек... Пацаны-то не врубаются, что надо делать. Он ходит, что-то бродит. За все это время я, Даня, превратился в коллективный разум. Даже не знаю, кто из них настоящий был. Мне кажется, из них еще настоящего ни одного не было, иначе мы бы уже померли насмерть. Смотри, одни я Дани заходят, нажми тап. Понятно, покрывают друг друга. Пока Данечков было не очень много и их нейроинтеллект не успел привыкнуть к здешним реалиям, у меня даже получалось быть главным героем этого видео. Убито. Все, теперь мне нужно ставить ник я Даня, судя по всему. Блин. На это. О, под тобой прям. Под тобой прям.
Сзади! Кругами ходит. Ну, до поры до времени. Это мог быть твой звездный час. Ебать, меня против вас. Сука, заходи за нас. Походу я сейчас Даню слышал настоящего. Не, я тут останусь. Но есть и хорошие новости. Споры Ядании просочились и в мою команду. Так что жить можно. Умри, пацан. Тебе сзади. Ты своего захуярил, молодец. Слушай, мы как будто в Токио, но необычном. Каком-то новом. По итогу у нас набралось достаточное количество людей и пошла полноценная зарубочка. Не надо, не иди туда, Джон. Убил. Джой? Я вообще разваливаю, все, это момент идет на муви. Я просто в одну цель смотрел и стрелял. Я старался брать разные классы и оружие, которого в игре оказалось в достатке. Ну опять своего убили. Как это понимать? Ребят, молодцы, так делаем. Ну как же ты так? Классы же героев делятся на 3 типа. Настоящего хумаса срубил. Быстрый и проворный с возможностью входить в инвиз. Не быстрый и не проворный без возможности входить в инвиз, но с тепловизором. И не быстрый и не проворный, а средний. Тоже с возможностью типа тепловизор и ненадолго инвиза. Но что же еще объединяет КС и Neo Tokyo? На деле сложно передать словами, но на уровне ощущений я чувствовал всю Counter-Strike'овость. Но не на ступени матчмейкинга в современном КС, а что-то в духе пабликов CS 1.6 и, не поверите, КСС. Понятное дело, хочешь не хочешь, но Source ощущается за версту, а интерфейс и весь флоу напрямую взят из игры из 2 слов состоящий. Counter-Strike. Только при этом тут я куда больше ощущал ценность происходящего, где ты не просто стреляешь, а чувствуешь, будто участвуешь в каком-то секретном задании. Старайся действовать тактикульно. Тут на QE я вижу тактикулят гангстеры. Тут коридор. Слушай, на самом деле, может, не так уж и бесполезно. Ладно. Полезно. В целом, я понимаю, почему эта игра не снискала большой славы, но при этом я отчетливо вижу ее популярной в какой-нибудь альтернативной вселенной. Во вселенной, где она как минимум вышла раньше и не имела конкуренции с Counter-Strike. Вообще, я познакомился с Neo Tokyo благодаря этому синглплеерному моду, который проходится за полчасика. И только потом узнал, что, оказывается, есть мультиплеер. В очередной раз, респект от меня энтузиастам Source движка, перейдем к заключительной игре. Финальная пострелушечка займет совсем немного времени хронометража, потому что мне надо ролик сдавать, рекламодатели, которых вы так нагло перемотали, уже пинают меня. Короче, я передумал, мне лень. С Новым годом! The Black Bruce Lee.